Hola, amigos! Итак, планы на утро 22 декабря пришлось менять. Вместо поездки на пропущенную смотровую или трейла к каньону, пришлось терпеливо ждать спеца по замкам. Пока ждал, погулял немного по центру Кабанаконды. А в 9 утра я увидел пример, как можно аккуратно вскрыть любую машину. После спасения я наконец-то нормально запарковался и отправился до ближайшей смотровой площадки на краю каньона Колка. Каньон Колка – очень популярное среди туристов место, которое в 2019 году ЮНЕСКО объявило мировым геопарком. Это, по сути, один из многочисленных горных разломов в этих местах, результат интенсивного поднятия Анд миллионы лет назад. Каньон Колка является одним из крупнейших каньонов в мире. Высота гор в окрестностях каньона более 5 километров, а его дно, река Колка, находится на высоте всего 2 километра над уровнем моря. В 1981 году польская экспедиция провела 33 дня в каньоне, сделала измерения с помощью приборов и оценила его глубину в 3250 метров. А в ходе экспедиции в 2005 году было обнаружено, что в районе Уамба глубина каньона Колка 4160 метров по северной стороне и 3600 метров по южной стороне. Это третий по глубине каньон в мире, уступающий только каньону Ярлунг-Цангпо в Китае и Кали-Гандаки в Непале. Каньон Колка реально очень крутой и интересный, но у меня как-то не получилось воспринять его как каньон. Возможно, из-за уже сложившихся ассоциаций. Непроизвольно я сравнил ее с каньоном реки Бунисяк на плато Путарана, или с каньоном Вердон во Франции, или с Гранд-каньоном в Аризоне, глубина которого всего 1600 метров. Там везде я стоял наверху на плато, а внизу под ногами были огромные разломы и отвесные склоны до самых рек. Здесь было другое ощущение, что я стою на склоне гор, а напротив просто другие вершины горной цепи. Возможно, это из-за не столь отвесных склонов, а также из-за слишком больших размеров каньона. Его ширина даже в узкой западной части составляет порядка 3 километров. Кстати, моей основной целью на этот день был проезд вдоль каньона как раз с запада на восток, до городка Чивай. Я наметил много смотровых площадок и пешеходных трейлов по пути, которые могли бы теоретически заинтересовать. А по факту уже ехал и выбирал, стоит или нет останавливаться на выбранном месте. В итоге сделал не так уж много остановок. Первая – Мирадор де Тапай. Это смотровая прямо у автодороги, совсем недалеко от Кабанаконды. Перепад высоты здесь до речки внизу больше 1200 метров. Отличное место для того, чтобы прочувствовать глубину каньона. Вторая остановка – пешеходный трейл между Мирадор-дель-Кондор и Мирадор-дель-Кура. Около смотровой Кондор есть большая парковка, так что оставил машину там и пошел по краю каньона до второй смотровой площадки. Вернулся уже по автомобильной дороге. Общая длина трека вышла около 4 километров, с перепадом высот всего 50 метров. Но что интересно, это все было на высоте 3800 метров над уровнем моря. И было приятно осознать, что мой организм нормально адаптировался к такой высоте. Пока шел, наблюдал, как с другой стороны каньона на западе сгущаются грозовые тучи. Смотрелось зловеще, но очень завораживающе и красиво. Только возник вопрос, накроет меня, пока тут гуляю, или нет. Но повезло, дождь догнал меня позже. А еще повезло с кондором. Смотровая площадка Кондор очень популярна среди туристов как раз из-за этих птиц. Андский кондор – это один из символов каньона. Они здесь летают постоянно, и увидеть их – очень популярная цель туристов в этих краях. Мне как раз удалось увидеть одного, пока шел обратно к парковке. По пути дальше меня таки догнал дождь. Но с моей южной стороны каньона это был просто дождь. А вот над северной стороной это была мощная гроза. Молнии сверкали постоянно. Опа. Молния наведем, отлично. Третья остановка – смотровая Мирадор Антауильки. Почти сразу после короткого тоннеля арки прямо у дороги. Это уже была центральная часть каньона, которая намного ниже и шире, чем западная. И внизу были уже совсем другие виды. Вместо безлюдной узкой речки там были террасные земледельческие поля, возделываемые еще со времен империи инков.
и по всей ширине противоположной стороны каньона шла гроза. Похожие виды оказались и через пару километров на следующей, 4-й остановке, на небольшой смотровой площадке сразу после тоннеля Мака. Моя 5-я и последняя промежуточная остановка – смотровая Мирадор Ачома, также прямо у дороги. Каньон к этому месту стал еще шире. У меня даже сложилось впечатление, что я как бы побывал на двух каньонах – высоком, узком и безлюдном на западе и низком, широком, с заселенной долиной внизу на востоке. Со смотровой Ачома был отличный вид и на долину реки Колка внизу, и на городок Ачома дальше по дороге на восток. Дождя уже почти не было, так что удалось поснимать дроном. Около 3 часов дня я доехал до городка Чивай, туристического центра каньона Колка. Доехал заметно раньше, чем планировал. К этому времени совсем распогодилось, так что это была отличная возможность погулять по городу.